Здравствуйте. Opel Corsa D. Бензин 1.4. Не заводится. При включении зажигания не слышно работы бензонасоса. Буду разбираться, в чем дело. Скинул клемму с аккумулятора, чтобы перезапустить блок управления. Возможно, при нескольких неудачных запусках он блокирует работу насоса. Попробую завестись. Работы бензонасоса не слышно. Предохранитель бензонасоса находится в моторном отсеке. Вот он, синенький на 15 ампер. Я его проверил, он целый. Теперь нужно проверить реле. Оно расположено вот здесь. Попробую его поменять на другое. Достал реле, поменяю его местами с соседним. Пробую после замены реле. Бензонасос не работает. Значит, нужно до него добираться. Расположен он под задним сиденьем. Чтобы его снять, нужно открутить 3 винта под пластмассовыми заглушками. Посередине расположен лючок бензонасоса. Вот тут, похоже, еще ни разу никто не доставал. Крышка непонятна. Ее нужно подковырнуть, она на защелках. Или она откручивается. Эта крышка просто плотно вставлена в отверстие. Поддевать нужно под резинку. Ну и вот он, наш топливный насос. Нужно понять, какие провода идут на питание. Буду смотреть схему и тогда проверю тестером. На питание идет серый и черный провод. Это 2 вот этих левых контакта. Хорошо бы подключить лампочку на 12 вольт, но у меня ее сейчас нету под рукой. Так что буду проверять тестером. Подключил тестер. Буду пробовать. Итак, включаю. Видно, что напряжение подается. Значит, дело в насосе. Теперь нужно отсоединить топливный шланг. Нажать на защелки. Буду делать 2 руками. Вот, нажал, и шланг отсоединяется. И теперь нужно открутить вот это большое кольцо.
скорее всего, постукиваю чем-то. Кольцо прикипело намертво. Стучал молотком через стамеску. Удалось его снять, только сломав. Придется клеить в этом месте или поискать другое. Ну и буду доставать насос. Потребуется 2 руки, так что снять не удастся. Вроде бы слил большую часть. Почистил. Вот его модель. Посмотрел я его со всех сторон. И попробую сначала располовинить. Здесь есть скобочка, фиксатор. Нужно вытянуть. Пошла. Шланг придется обрезать. Он термоусадочный. А может быть, он и не помешает. Я хочу достать сам насос. Как это сделать, пока непонятно. Вот там в глубине стоят штыри на защелках, скорее всего. Их тут 3 штуки. Похоже, без повреждений тут не обойтись, чтобы снять стакан. Левая рука еще у меня плохо работает после перелома, так что не совсем неудобно. Решил их высверлить. Потом можно будет, я думаю, скрутить на шурупы.
Так, вытянул. Похоже, что тут все запаяно. Насос, видно, можно достать, сняв вот этот фильтр. Нужно пометить, как он. Еще раз проверяю мультиметром. Ничего нет. То прозванивается, то нет. Сейчас подадим на него 12 вольт. Вот сейчас он заработал. Скорее всего, остановился а вот сейчас он работает. Скорее всего, он остановился в таком положении, когда щетки не доставали до якоря. Ставить его обратно нету смысла, потому как такая ситуация может повториться. Посмотрел в интернете насос на замену, именно такого не нашел. Вот его модель, если кому интересно. Есть какие-то аналоги, но скорее всего с ними будут проблемы в плане установки. Новый модуль бошевский
Вроде бы есть в продаже похожие $150, но тоже не факт, что все срастется. Так что пока поставлю с разборки бэушной, так как машина нужна как можно скорее. Корпус насоса завальцован. Ради интереса можно его распилить болгаркой и посмотреть, что там внутри. Распилил. Здесь щетки. Возможно, перестал он работать, скорее всего, из-за того, что они зависли. Когда мы его немного потрясли, они стали на место, и он заработал. Так что хорошо, что это случилось возле дома. Если бы где-то в дороге, можно было бы попробовать, не снимая, постучать по нему. Может быть, и заработало. И можно было бы доехать до места ремонта. Ну, собственно, тут все понятно. Здесь моторчик, а здесь насос. Дальше его курочить нету смысла. Ну, вот это вот турбина, которая качает бензин. Вот, собственно, и все устройство. Займусь склейкой кольца. Обработаю наждачкой для лучшей адгезии, прилипания клея. Клеить буду эпоксидной смолой.
за обычной медицинской бегом. Надо прихватить. Купил бэушный модуль возрастом помоложе. Устанавливать нужно по метке. Вот она. Совместить ее с вот этой стрелкой. Кольцо предварительно смазал силиконовой смазкой. Поставил, проветрил салон, ну и буду пробовать заводить. Слышно, как заработал насос. Все отлично. Теперь надо посмотреть, чтобы не подтекало со шланга. Тут все хорошо. Можно закрывать и ставить сиденье. Возможно, кому-то было полезно. Спасибо за просмотр.